Здравствуйте, мои дорогие! Поздравляю всех нас с женским днем. Желаю всем здоровья, чтобы мы были все здоровые, чтобы нас всех любили и чтобы нам никто не портил настроение. Сегодня, мои дорогие, я вам покажу рецепт торта, который не может не понравиться. Торт называется «Бархат». Это торт опять-таки из моей старой записной книжки, кулинарной книжки. Торт очень легкий и очень вкусный. У меня нет невкусных тортов, но этот торт самый вкусный, один из самых вкусных. Я вам обещаю, попробуйте его приготовить, он получится у всех. Он совсем не сложный. Ну что, мои дорогие, начнем? Сегодня начинаем приготовление с крема. Для крема нам нужно будет взять одно яйцо и небольшую кастрюльку. Сюда же отправляем 150 грамм сахарного песка. Все это хорошенько нужно размешать венчиком. Миксер нам пока не понадобится. Плиту пока что я еще не включаю. Сюда же добавляю 80 грамм кукурузного крахмала. Перемешиваем. И добавляю 800 миллилитров молока. Молоко у меня чуть-чуть теплое. Можете добавить холодное молоко, но не горячее. Потому что горячее молоко с кукурузным крахмалом нам сразу сделает мелкие-мелкие комочки. Перемешиваем все это. Добавляю остальное молоко. Еще раз перемешаю. И сейчас нам нужно будет сварить заварной крем. Включаю плиту и варю заварной крем, постоянно помешивая. Довожу до кипения, и как только он закипит, он тут же густеет. Крем уже готов. Очень быстро варится крем на кукурузной муке. На кукурузном крахмале, вернее. Переливаю крем в другую посуду и добавляю 100 грамм сливочного масла. Ванилин или ванильный сахар. Перемешиваем хорошенько, чтобы масло у нас все растопилось в горячем креме. Видите, ни одного комочка нету. Крем шелковистый, очень-очень приятный. Накрываю и оставляю остудиться крем. Крем нужно будет остудить или на балконе, если там, конечно, холодно, или же в комнате 2-3 часа, а потом уже в холодильнике. Для теста нам нужно будет взять 3 яйца, 150 грамм сахара и все это хорошенько перемешать. Тесто тоже будем делать без миксера. Сюда же добавляю 200 грамм растопленного сливочного масла холодного или маргарина, у кого что есть. Пол чайной ложечки соли, ванилин или ванильный сахар. Знаете, что интересно? Ни в одном старом рецепте, ни в одной старой моей записной книжке, кулинарной книжке, не указывается соль. Почему-то раньше соль не клали в тесто. Или у меня просто не было записано, не знаю. И начинаю добавлять муку. 600 грамм муки. Мука у меня уже просеянная. 40 грамм какао просеиваю, чтобы не было ни одного комочка. У меня в этот рецепт уходит ровно 600 грамм муки. Вы следите, чтобы тесто по консистенции было точно такое же, как у меня. Поэтому муку добавляйте постепенно. Две чайные ложки разрыхлителя. Если будете добавлять соду, то 1 чайная ложечка соды и погасите ее обязательно уксусом. Уже мешать тяжело венчиком, поэтому одеваю перчатки и буду замешивать тесто руками. Добавляю уже всю оставшуюся муку. Тесто получается очень приятное на ощупь. Такое жирненькое, мягкое. Переношу тесто на рабочую поверхность и собираю в один комочек. Так как тесто песочное, его не нужно месить долго. Просто собираем тесто. Делаем вот такую толстую колбаску. И нужно будет эту колбаску нам разделить на 7 частей.
Делаем вот такие колобочки. У нас получается 7 колобочков, приблизительно по 175 грамм каждый колобочек. Перекладываю их в другую посуду. И нужно будет тесто положить в холодильник. Или в морозилку на 15 минут, или в холодильник на 2-3 часа. Можно даже тесто сделать с вечера. Сделать тесто с вечера и крем с вечера, а печь уже утром. Форма у меня 26 сантиметров в диаметре. Духовку я включаю разогреваться на 180 градусов. Распределяю один шарик по форме, по донышку. Прокалываю вилочкой. Можно, конечно, раскатать на пергаменте и выпекать, вырезать тарелкой и выпекать на противне. Кому как удобно. Корж выпекается ровно 12 минут. Из-за того, что тесто шоколадное, очень тяжело понять, выпекся корж или нет. Поэтому следите по времени. Ровно 12 минут при температуре 180 градусов. Переворачиваем корж на решетку и оставляем остудиться. Делаем это все очень-очень осторожно, потому что коржи очень хрупкие, потому что они тоненькие и тесто очень-очень нежное. Вот так мы испекли, вернее, вот так мы все коржи. Они остывают буквально за 2-3 минутки. Тут же, как вынимаем, они уже остыли у нас. Крем у нас тоже уже остыл. Сейчас нам нужно будет взбить крем буквально 2 минутки. И вот такой крем у нас получается. Масла я больше не добавляю. 100 грамм масла нам хватает. Крем очень хороший, шелковистый, пушистый, воздушный. И нам понадобится джем. Здесь у меня 350 грамм джем из черной смородины. Берите любой джем, повидло или варенье, но самое главное, чтобы оно было кисленькое. Сладкое не берите. Начинаем собирать торт. Переворачиваем корж. Верхняя сторона идет вниз. На ровную сторону наносим приблизительно 3 чайные ложечки джем, повидло, варенье, что у вас есть. Хорошо подходит черная смородина, черноплодная рябина. Все то, что немножко кисленькое. Сверху заварной крем, приблизительно 3-4 столовые ложки. Распределяем равномерно. Весь крем по поверхности. Накрываем вторым коржом и продолжаем все точно так же. 7-й корж у нас пойдет на обсыпку. Если вдруг у вас один корж поломался или получился не таким красивым, оставляйте его, мы его будем измельчать потом и обсыпать торт этим коржом. Точно так же продолжаю и со вторым коржем, с третьим и с четвертым. Только 6-й корж, самый последний, мы просто смазываем кремом. Мы джемом уже не смазываем, это последний корж. И распределяем равномерно крем по бокам. И вот этот корж, который у меня сломался, потому что я его горячим решила перевернуть, я его сейчас раскрошу и сделаем крошечку. Можно сделать крошку в блендере, можно просто скалочкой. Самое главное, чтобы она вот такая мелкая получилась. И обсыпем торт и бока, и верх. И вот такая красота у нас получилась, шоколадно-бархатная. Торт полежал у меня уже, пропитался. Где-то 2 часа я его оставила на столе, а потом положила в холодильник на 8 часов. Режем и пробуем. Торт получается очень мягкий и очень вкусный, мои дорогие. Попробуйте, мне кажется, никто не пожалеет. И он получится у всех, он не может не получиться. Такой легкий рецепт, но и вы себе представить не можете, какой он получается вкусный.
Видите, какие коржи. Вот именно эта кислинка и заварной крем придает такой вкус. Попробуйте его испечь, понравится всем. Ну что, мои дорогие, будем прощаться. Заходите ко мне на канал, подписывайтесь, если, конечно, вам нравятся мои рецепты. Пишите, откуда вы меня смотрите, нравятся вам мои рецепты или нет. Пекли ли вы такой тортик, есть ли у вас этот рецепт. И будем дружить, мои дорогие. Всех люблю. Пока-пока.